Это только что выпущенные Redmi 4, очень экономичные умные часы. Давай откроем коробку и посмотрим, как работает этот продукт. Это корпус часов. Давай сначала отложим его в сторону. Это дно не коробка, это крышка. Хороший парень, это очень просто. Просто инструкция по эксплуатации, плюс зарядная головка с двумя магнитными зарядными устройствами. Хорошо, вот корпус этих часов. Эй, только не говори, что эта текстура в порядке. На самом деле она намного лучше, чем в предыдущей версии. Первый кадр сделан из алюминиевого сплава с использованием металлического каркаса. На этот раз в качестве заводной головки используется заводная головка из нержавеющей стали, корпус из алюминиевого сплава и заводная головка из нержавеющей стали. Вы можете себе представить, что это Redmi, и в то же время это прямой экран без каких-либо изогнутых поверхностей. Это выглядит довольно привлекательно. Наша цветовая гамма элегантный черный, и это своего рода черный корпус для глубокого космоса. У него также есть серебристый белоснежный цвет и серебристый корпус. Я думаю, что текстура этого корпуса может быть лучше, особенно в этот раз, когда он использует универсальный быстросъемный ремешок. То, что нам подходит, это силиконовый ремешок. Видишь, распакованный корпус такой же, как у Xiaomi Mi 8 Pro, который мы видели. Это быстросъемное устройство снимается одним щелчком мыши. Этот ремешок также является универсальным, то есть вы можете использовать все ремешки Xiaomi Band 8 на этом Redmi Band 4. Другими словами, вы можете использовать ремешок из очень красивой миланской цепочки, который сочетается с серебристой версией Redmi Grip. Я думаю, что эта текстура будет очень хороша. Это должна быть текстура стоимостью в 2000 юаней, но она продается всего за несколько сотен юаней, а установка очень проста, так что все делается с помощью плагина. Но если быть разумным, то этот ремешок не очень удобен для ношения, и его не очень удобно натягивать. Я думаю, что этому дизайну можно позаимствовать у Apple Watch, не так ли? Нажми на эту кнопку, и ты увидишь, как эти часы будут выглядеть после того, как их наденешь. Разве это не красиво? Я действительно не думаю, что эти часы стоят 500 или 600 юаней. Текстура действительно хорошая, а эффект хороший. Давай взвесим это. Наша нынешняя силиконовая версия весит 48,3 грамма, что является относительно небольшим весом для умных часов. Все в порядке. Теперь давайте включим питание, которое должно быть основано на заводной головке часов. Я пытался включить логотип Xiaomi. Эффект отображения на этом экране неплохой. Хорошо, теперь, когда часы настроены, позвольте мне рассказать вам о моментах обновления на этот раз. Во-первых, это экран, который значительно улучшен по сравнению с предыдущим поколением. Теперь этот Redmi IV оснащен экраном на диагональю 1,97 дюйма, а как насчет всего остального? По сравнению с предыдущим годом экран стал больше, и доля других экранов также стала выше. Давай включим фонарик, чтобы показать тебе эффект. Посмотри, у этого экрана разрешение составляет 74,8%, что на 7% больше по сравнению с предыдущим поколением. Более того, ты обнаружишь, что это такой экран с одинаковыми рамками со всех сторон, верхняя, нижняя, левая и правая части одинаковы, и они все еще очень большие. Гармонично. Хотя они и не такие узкие, как Apple Watch, мне кажется, что для умных часов стоимостью в несколько сотен юаней меня больше устраивает соотношение сторон экрана и черный край экрана. Разрешение экрана составляет 390 на 450 пикселей, а максимальная яркость 600 нит. Кроме того, у него также есть экран с частотой 60 Гц, поэтому общий эффект отображения и плавность анимации очень хороши. Так вот, в этом поколении браслетов Xiaomi и часов Xiaomi используются экраны с частотой 60 Гц, которые хорошо воспринимаются. А как насчет этих часов? Они по-прежнему поддерживают отображение информации на экране, и это можно легко включить в настройках. Вы также можете выбрать циферблат, который будет отображаться после поднятия запястья. Вы можете выбрать отображение информационного экрана на столешнице или основного циферблата на столешнице. Вы видите, теперь это эффект отображения экрана сообщений, и когда он находится на экране сообщений, частота обновления этого экрана может быть уменьшена до 5 Гц. Так что же можно сказать об общем энергопотреблении его АОТ? По сравнению с предыдущим поколением, этот показатель на 18% ниже. А как насчет логики работы этих часов? Они такие же, как и большинство браслетов Xiaomi. При перемещении сверху вниз находится центр уведомлений, снизу вверх центр управления, при перемещении влево и вправо переключение между различными модулями. А как насчет его модулей? Это также способ отображения нескольких модулей на одном экране. Что ты думаешь о таком способе демонстрации? Ты можешь долго нажимать на этот диск, чтобы редактировать компоненты. Например, я могу превратить его в индикаторы жизнеспособности, шагов, калорий, положения стоя, частоты сердечных сокращений, давление при дыхании, сна и так далее. Все это можно отобразить здесь. Есть также сторонние приложения, такие как Ella Pay, WeChat Pay и MiJaWeather, верно? Все они могут отображаться на экране, так что нажмите и удерживайте диск, чтобы переключить его на другой. Теперь с большими цифрами, я думаю, что этот стандартный диск очень красив. Вы также можете изменить его на другие, например, спортивные, назад в будущее. Модные крутые символы, квадраты рассеяния и так далее и так далее. Здесь более 200 циферблатов на выбор. А как насчет большинства циферблатов? У всех них отличный экран. Тебе просто нужно научиться этому. Сколько у него сейчас секунд? Это должно означать 4:23. Видишь ли, после того, как он выключает экран, возникает эффект четкого отображения на экране. Сейчас я поменяю циферблат, вот такой, как этот. Если вернуться в будущее и посмотреть на его дисплей с тонким экраном, то получится вот такой эффект, и еще один эффект рассеивания, вот этот эффект. Просто это рассеивание кажется немного простым и грубоватым, не так ли? Он скажет тебе, что сейчас четверть пятого и не попросит поставить четверку. На этот раз Redmi исполнилось 4 года. Произошло очень важное изменение. Раньше здесь была боковая кнопка, а не заводная головка, но теперь она заменена на заводную головку, которая может вращаться и нажимать на два режима работы. Так как же он работает? По сравнению с этим есть и другие изменения. Вы можете выполнять некоторые операции, вращая заводную головку, например, прокручивать список приложений, а затем прокручивать список в настройках.
тренировках. В процессе вращения часы будут вибрировать, что немного напоминает ощущение от Apple Watch. Но текстура вибрации может быть не такой хорошей, как у Apple Watch, чтобы каждый мог услышать звук вибрации. В центре уведомлений вы также можете просмотреть список этого центра уведомлений. Конечно, если вы продолжите прокручивать вверх, вы сможете закрыть центр уведомлений, как и центр управления, расположенный ниже. Если вы спуститесь вниз, он сможет закрыть центр управления. Однако у вас нет возможности прокручивать вверх и вниз в этом месте, чтобы напрямую вызвать оба центра прямо сейчас. А как насчет этих часов? У него все еще есть особенность браслетов Xiaomi и часов Xiaomi, а именно очень длительное время автономной работы. А как насчет его тела в этом поколении? По сравнению с предыдущим поколением оно стало больше, потому что он перешел на прямой экран, так что емкость его батареи действительно увеличилась по сравнению с предыдущим поколением. По сравнению с предыдущим поколением он составляет 470 метров H. Если пользоваться дисплеем O-Define Screen, время автономной работы может достигать 10 дней. Если не использовать LAT, то обычное время автономной работы составляет 20 дней. Если перейти в режим длительного автономной работы, время ожидания может достигать 30 дней. Таким образом, в различных режимах работы этих часов по сравнению с предыдущим поколением, время автономной работы увеличилось в среднем на 50-80%. Так что на этот раз аппаратное обеспечение обновлено. Например, на этот раз он обновил четырехканальный датчик частоты сердечных сокращений. Так что запись частоты сердечных сокращений и связанных с ними данных о тренировках стала более точной. В то же время он также обновил интеллектуальный чип мониторинга уровня кислорода в крови, который может поддерживать уровень кислорода в крови в любую погоду. Контролируйте физические нагрузки и используйте кислородные скафандры на весь день. А как насчет функции мониторинга состояния здоровья? Этот Redmi 4 унаследовал функции предыдущего поколения, такие как управление здоровьем девочек, мониторинг сна, мониторинг стресса, тренировка дыхания и так далее. Модель его движения также поддерживается. По сравнению с предыдущим поколением, ее стало больше и поддерживается более 150 видов упражнений, таких как прыжки со скакалкой, плавание и так далее. Ты видишь, что она поддерживает плавание, не так ли? Эти часы по-прежнему выдерживают 5 уровней водонепроницаемости, их можно носить во время плавания. А также они поддерживают независимые функции спутникового позиционирования, включая Beidou GPS и так далее. Поддержите пятизвездочную систему позиционирования, которая может обеспечить вам более точное позиционирование при плавании, беге и пеших прогулках на свежем воздухе. Эти часы также оснащены операционной системой Xiaomi OS, поэтому они добавили некоторые функции связи с другими экологическими продуктами Xiaomi, такими как мобильные телефоны. Он поддерживает функцию под названием Focus Experience, которая позволяет увидеть информацию о фокусе, подняв запястье, например, насколько близко находится Meituan Take-Eye. Оставшееся время, в том числе при езде на такси на высокой скорости, информация о вашем номерном знаке также может быть передана на часы для синхронного отображения. В то же время эти часы также могут быть напрямую подключены к колонкам, телевизорам и так далее. Эти умные устройства Xiaomi значительно улучшают взаимодействие между ними. Конечно же, они также поддерживают вызовы по Bluetooth, такие как контроль доступа с помощью NFC, управление автобусами, оплата в автономном режиме и так далее. Эти часы также легко доступны.